Всем привет, с вами Игорь. Сегодня в свете таких вот событий в мире и в Украине, пандемии, следующего за ней экономического кризиса, решил вот такое вот снять видео. И в этом видео я вас буду убеждать, переконувати по-украински, наводить аргументы и факты всякие в пользу того, чтобы все это пережить именно в селе, в сельской местности, хотя бы временно. Но лучше навсегда переехать. Лучше навсегда переехать с города в село. Вот знаете, кого больше всего будет колбасить в данной ситуации? Тех людей, которые больше всего завязаны в эту экономическую систему, привязаны к ней, участвуют в ней, пользуются ей. Вот больше всего будет колбасить таких людей. Логично, что это городские жители, потому что там, в городе, такая эта вся система так устроена, что без работы, без постоянного дохода, и притом не маленького, ты там просто жить не можешь. Не можешь, никак. В селе это совсем не так. В селе можно жить и без дохода, и временно, и даже постоянно. У меня были и такие времена в жизни, что и не было работы в селе у меня, и там перебивался такими временными заработками. Нормально жилось, намного проще, чем в городе. Если нет работы, все, зубы на полку, а через месяц-два тебя еще и выселят с квартиры за неуплату коммуналки. Поэтому вот это вот все больше всего ударит именно экономический кризис, именно по городским жителям. Поэтому я всем своим знакомым, незнакомым людям советую переезжать в сельскую местность. Вот даже если вы были когда-то в селе, или у вас там родители есть, или какие-то знакомые, и вы там, может, опускались какие-то в подвал, там смотрели, там запас продуктов, да, какой там запас продуктов, там большой запас продуктов. У каждого сельского жителя есть довольно значительный запас продуктов в подвале. То, что выращено на огороде, в саду, там еще где-то, то есть их есть где хранить в нормальных таких условиях для долгого хранения. Поэтому такие люди, они намного больше могут прожить, без каких-то там денег, доходов. В городе же, запас весь запас это холодильник. В основной части населения это холодильник, это весь ее запас. Что ж тут холодильник? Ее можно выесть за день-два, 3 максимум. Потом надо все равно куда-то идти по продукты. То есть постоянно в городе надо ходить и что-то покупать, приносить. В селе это совсем не так. Получается так, что заниматься в селе всегда можно найти чем. Всегда. Даже если там в городе, например, нет работы, все сидят дома, в селе всегда можно найти себе работу. Можно на огороде что-то делать, тем более сейчас весна, огородик садить, там какие-то рассаду, там что-то в теплице ковыряться, там рыбу ловить, то есть занятий море занятий можно себе найти. Так что это в селе это не проблема. Получается так, что вывод можно такой сделать, что колбасить будет больше всего тех людей, которые больше всего привязаны к этой системе, которые больше привязаны к экономической системе. Когда трясет и колбасит систему, соответственно, будет трясти и колбасить этих людей. А мы видим, что эта система сейчас, на сегодняшний день, насколько она ненадежна, зыбка, такая, разваливается, реально разваливается просто на глазах. То, что надеялись на нее все люди,
думали, вот развивается экономика, все хорошо, все по плану, все так и будет, там 3% в этом году, 5% на следующий, через 10 лет 10% и так далее. И вот вам, пожалуйста, какая-то несчастная бацилла, которую такая маленькая, что ее даже невооруженным взглядом не видно, разрушила все планы всех этих олигархов, правителей этого мира, так сказать, таких самоуверенных, да, что они все держат под контролем, и вот все оно стало сыпаться, разваливаться буквально так быстро на протяжении каких-то месяцев. Ой, когда оно это восстановится, непонятно и совсем даже и не видно когда. Вот. Ну, это такая экономическая составная, да, что это все намного будет проще пережить в селе. Из-за того, что, во-первых, запас продуктов в селе намного больше у людей, кто живет в селе. Есть огород, есть сад, ну, в любом домохозяйстве есть такое. Вот, есть какие-то природные ресурсы, есть дрова, вот, поэтому насчет энергетической независимости, к которой я стремлюсь уже не один год, и у меня там на канале есть много видео, как можно быть максимально энергетически независимым, ну, как можно меньше зависеть, так сказать, не полностью быть независимым, а как можно меньше зависеть, хотя можно и полностью. Ну вот, но я еще до этого не дошел. Как можно быть более независимым, энергетически независимым, и меньше вытрачать деньги на вот эти все коммуналки, вот, и больше на себя денег и так далее. Вот, это первая часть, первая причина, почему стоит все это пережить именно в сельской местности. Вот, хотя бы временно, но лучше, я еще раз повторяю, вообще оттуда уехать с этого города. Вторая причина – это здоровье. Ваше здоровье личное, ваше счастье, ваш мир внутренний, спокойствие – это все взаимосвязанные вещи, и разделять их нельзя. Это тоже лучше намного в селе. Вот вы знаете, даже есть такой термин у врачей, городской синдром называется. Ну, в двух словах, это просто хроническая усталость. Это постоянная усталость. Постоянная. Вот я жил в городе, я вырос в городе, я знаю, о чем я говорю. И вы, я тоже думаю, что вы знаете, все это переживаете, это чувствуете. Вот. Я, в принципе, ничего нового не говорю. Вот, так вот, когда я переехал в село, эта хроническая усталость пропала. Ее не стало вообще. Вот вообще не стало. А в городе, ну, в городе ты ничего не делаешь, там, пошел в центр, там, купил что-то, там, проехался на автобусе, и ты уже все, ты уже никакой вот так вот. Мне надо ложиться отдыхать, мне надо отдохнуть, я уже все, вот это вот, ну, никакой. В селе такого нет. Я даже вот колю дрова, например, это физически нелегкая работа, согласитесь. Вот. Но там усталость какая-то не такая. Я себе наколол дров, там, сел, там, прилег на 5 минут, все, эта усталость так раз сошла с меня, опять через полчаса как огурчик. Вот. Опять могу колоть дрова, что-то там туда идти, там делать. В городе она не такая, она как бы не проходит, ну, она такая постоянная. Чем это объясняется? В городе, вот еще говорят, да, что ну вот этот вот городской синдром, да, и про иммунитет еще тоже это касается. Раньше говорили, что иммунитет больше всего зависит от нехватки витаминов. Это все неправда, это все ерунда. Нехватка витаминов стоит даже не на первом, и не на втором, и не на третьем месте. На первом, втором месте стоит стресс и недостаточный отдых. Вот это больше всего, что садит иммунитет и сопротивляемость организма. Напряжение вот этого иммунитета падает в момент стресса, на ноль, можно сказать, падает в момент стресса. И когда человек хронически недоотдыхает. Он постоянно уставший, работает на износ и так далее. В городе что происходит в городской жизни? Там стресс постоянный в городе, он вечный, этот стресс. Люди так привыкли к этому стрессу, что они уже даже не замечают его. Они живут с ним каждый день с утра до вечера. Ну, что я имею в виду? Вот когда ты идешь по улице, например, да, и возле тебя проносятся вот эти вот многотонные железяки,
типа автомобили, ну, понимаете, да? Уже мы это воспринимаем как угрозу. Вот. То есть это не может быть для нас безопасно. Мы постоянно смотрим, когда переходим улицу, да, это страх. Страх быть вот сейчас, вот именно в это времена пандемии, заразиться, мы прячемся за этими масками, это тоже как бы замкнутый круг такой. Вот этот вот весь стресс, он садит иммунитет, люди еще больше заболевают, и такой вот замкнутый круг получается. Вот. И вот этот вот стресс, он настолько вжился в жизнь, вошел в жизнь городских жителей, что люди ее просто перестали замечать. Это можно заметить стресс, когда он одноразовый. Так вот, ты там, что-то раз случилось, о, у меня стресс, там, о, я в шоке, там, да. О. Но когда он постоянный, он небольшой, но постоянный, он вечный, то ты его уже просто не замечаешь. Ты с ним живешь уже, он уже, но организм это все замечает, он выснаживается, он истощается. Вот это такое психическое, эмоциональное истощение, как, например, у водителя, да, водитель что, разве физически сильно работает? Не, нельзя сказать, ну что он сидит там, баранку крутит и на педали, да, и физически он не работает, но он устает. Он устает. Почему он устает? Потому что у него именно вот это не физическое истощение, а эмоциональное, психическое истощение. Понимаете? Вот. То же самое получается у людей, которые живут в городе, ходят по улицах, ездят в этих автобусах, особенно в этот период этой пандемии, когда все в страхе, это паника, истерия, вот это все нагнетает, я же говорю, получается как бы замкнутый круг. Чем больше у человека стресса, тем больше падает иммунитет, и больше у него вот эта заболеваемость. Вот. И, ну, вот так вот получается нехорошо. Вот. Да. Это я сказал. Вот еще, смотрите, интересные такие наблюдения. Почему вот на природе, в селе намного здоровее жить. Вот мы, когда едем на пикник, люди, да, собираются там на шашлык ехать, они куда едут? Они же не едут где-то там на асфальте его делать, там перед супермаркетом, там где-нибудь в центре города. Едут куда? В село, к речке, в лес, на какую-то поляну, да. То есть человек стремится на природу. Это у нас заложено как бы внутренне так. Это наше естество такое, нас туда тянет подсознательно. Мы только там, только на природе чувствуем себя в гармонии, спокойными, счастливыми. Мы разряжаемся эмоционально, заряжаемся такой вот энергией от этой вот окружающей среды. И это естественно, это правильно. Когда нас делал Творец, ну, а то, что мы были сделаны, это однозначно, вот, то он сначала сделал окружающую среду, чтобы поселить потом в ней человека. Чтобы этот человек нормально мог жить, радоваться жизни, быть здоровым. Вот. То есть он сначала сделал окружающую среду, он не сделал просто, как на Марсе, например, да, пустыню и кинул нас туда, выживайте. Нет, он все это сделал для нас, для нашего же блага. Люди же решили, что они могут сделать свою среду, обитание, этот город, да, что вот этот землю надо заасфальтировать, земля она грязная, по земле нельзя ходить, она раскисает, лучше ее заасфальтировать, забетонировать, чтобы вот грязи не было. Вот. Дома надо строить многоэтажные, так больше влазит в них людей, можно вместить. Это кто-то так решил, понимаете, за нас это кто-то решил, что нам так будет лучше. Вот. То есть, по сути, про нас никто не подумал, когда это все решал. Про наше вот это здоровье, вот это эмоциональное, психическое, духовное. Никто про это. Там был просто расчет рациональности. Вот что город надо сделать так вот. Вот коробки вот эти жилые, многоэтажные, вот сделать вот так вот. Так можно набить туда больше людей, так сказать, рационально, дешевле будет для системы. Ну вот, такие вот реальные жизни. Вот когда я жил в городе, вот, правда, я себя чувствовал там каким-то, ну, таким вот винтиком в системе, таким незначительным, ненужным таким винтиком, которого винтика этого, даже если и не станет,
в один прекрасный день, то никто это не заметит. Его просто заменят на другой винтик, и система будет продолжать существовать. Но меня это так не устраивает, такое положение и чувство своей незначительности. Поэтому я поменял свое место жительства на село, где я себя реально чувствую человеком среди природы. Я себя чувствую в гармонии. Вот, когда вот у меня есть котик, собачка, даже 2 собачки. Вот. И когда я их глажу, вот, я чувствую гармонию. Когда я хожу голыми ногами по земле, не заасфальтированной, я чувствую гармонию. Когда я купаюсь в речке, я чувствую гармонию. Я чувствую, что так и должно быть. Что так и должно быть. Я от этого испытываю эмоциональное удовлетворение, такую радость внутреннюю. Вот. Ну, так должно быть. Люди так должны жить. Это правильно. Мы созданы жить на природе, это однозначно и бесспорно. Вот даже такой вот еще факт интересный, есть такая статистика продолжительности жизни. Вот, там 2 колонки такие были, когда-то я читал, и там одной написано: если вы курите, отнимите столько-то лет жизни, если вы там то-то, если у вас лишний вес, отнимите столько-то, если какая вредная работа, отнимите. И если вы живете в городе, тоже там отнимите, я уже не помню сколько лет. И во второй колонке добавьте себе, там добавьте, если вы не курите, добавьте, если лишнего не пьете, добавьте там, и добавьте, если вы живете в сельской местности. Понимаете, то есть это уже доказано статистикой, а статистика это факт, это бесспорно, что люди в сельской местности таки живут дольше, а значит и здоровее. Вот. Ну вот такие вот некоторые аргументы я навел в этом видео про все-таки целесообразность, тем более в наших теперешних условиях, проживание в сельской местности, что это нам всем пойдет на пользу, что это будет легче пережить, вот это вот все притурбации такие вот, в этой системе. То есть старайтесь, такой вывод хочу еще раз сделать под конец видео, старайтесь как можно так устроить свою жизнь, чтобы быть как можно меньше зависимыми от этой экономической системы. Ненадежной, недолговечной, вот, чтобы вас как можно меньше колбасило, когда будет колбасить эту систему, вот так, как ее сейчас колбасит. Вот. Старайтесь так как-то устроить свою жизнь. Но я так понимаю, что легче всего это сделать в сельской именно местности, в селе, когда у тебя есть свой огород, свой кусок земли. Вот. И так сказать, максимально сделать свою жизнь независимость этой системы, максимально меньше с ней контактировать в экономическом плане. Ну, конечно, полностью нельзя это сделать, стать независимым, но максимально хотя бы, чтобы как можно меньше нас потом трясло. И, как вы видите, для здоровья это будет вам намного лучше. И для физического, для психического здоровья, для любого вида здоровья духовного. И вы будете и здоровей, счастливей, радостней и дольше проживете. Все, всем пока!